В 1954 году выступление Бостонского симфонического оркестра было впервые записано на двухканальную пленку. Ученые Советского Союза не отставали от заокеанских коллег и уже примерно через год в качестве эксперимента стали в кинотеатрах демонстрировать кинофильмы со стереозвуком. Монозвук – это звук из одного, скажем так, центра. Стереозвук – это с двух сторон. То есть, например, если вы слушаете какой-то спектакль, находясь у себя дома, то, закрыв глаза, вы можете даже услышать, как слева или справа к вам подходит артист и как он перемещается по сцене. 60-е годы в Советском Союзе можно называть эпохой стереозвука. 8 заводов выпускали миллионными тиражами грамм-пластинки. Лидировали, конечно, классические произведения. Сибирский цирюльник, Аида, Травиата. 9 рублей. Завернуть? Не надо. Впрочем, желающих слушать дома не только классику тоже было немало. В Советском Союзе, как и во всем мире, поклонники мечтали о пластинках ливерпульской четверки. В 1967 году фирма «Мелодия» выпустила сборник «Музыкальный калейдоскоп», включив туда песню «Битлз». А в 80-х фанаты группы получили поистине царский подарок – полное собрание песен на 8 пластинках. Сегодня они – гордость коллекционеров. В продажу этот альбом не поступил. Специально этот альбом распространяли только по подписке. При этом я, честно говоря, не знаю, как они в Советский Союз попадали, эти альбомы, потому что их и за границей всем не хватало, скажем так, этих альбомов. Внутри находится 8 пластинок. На конверте у него подписано название всех песен, на каждой пластинке содержащей, и при этом на каждой пластинке используются фотографии до того момента никогда и нигде не засветившиеся. То есть это довольно большая редкость. Пик продаж грамм-пластинок в Советском Союзе произошел в середине 80-х годов. Буквально в каждом доме был стереопроигрыватель и набор любимых виниловых дисков. Лидировала, конечно, музыка эстрадных исполнителей – София Ротару, Юрий Антонов, Лев Лещенко. Но самой популярной была, разумеется, Алла Пугачева. Одна из ее самых массовых пластинок, альбом назывался «Зеркало души», вот он как раз представлен. С него многие знают, например, песню «Все могут короли». С этой песней она как раз победила на конкурсе в Сопоте. Прощальным приветом эпохи грамзаписи стали пластинки-сборники популярной музыки. Их выпускали по специальному заказу, очень ограниченным тиражом в качестве подарка исполнителям. Во всем мире был очень популярен формат пластинок, называются пластинки Pictures диски. Они были необычными, выполнены в виде вот такого вот красочного рисунка. А как это изготавливалось? То есть в пресс, который прессовал пластинки, укладывался слой, грубо говоря, полиэтилена, поверх него укладывалась красочная бумажная картинка, и потом слой обычного пластика для изготовления пластинок. И потом опять бумажная этикетка второй стороны и кусок полиэтилена для верхней части. И весь этот бутерброд прессовался. Такие пластинки называются Pictures диски. За границей их выпускают только каким-то к юбилейным тиражам. Они являются предметом именно коллекционирования. Этот альбом выпускался в 1997 году. На нем собраны одни из самых лучших песен того периода. И удивительно, что этот альбом вышел на пластинках, поскольку в то время распространены были компакт-кассеты или CD-диски. Этот альбом был признан в первую очередь для того, чтобы его вручить в качестве подарка артистам, участвовавшим в записи именно вот этого сборника. Тираж у него был очень маленький, порядка 100 экземпляров всего лишь. То есть, понятное дело, что до настоящего времени они встречаются крайне редко. Тут, например, Анжелика Варум с песней «Городок». Тут, например, Дмитрий Маликов с песней «Нет, ты не для меня». Линда тогда популярная была. Или Вячеслав Добрынин с песней «Не забывайте друзей». Форматы, пришедшие на смену грамзаписи, казалось бы, должны были убить винил, но коллекционеры, коих, к счастью, немало, по-прежнему крутят старые диски, уверяя, что именно они и составляют счастье меломана. Евгения Панина, Василий Вишнев, Алексей Леоненко, Россия-24.